Этот герб, ради которого он так старался в прошлой жизни, теперь считается самым слабым, настолько, что его называют гербом неудачи. Но Мафиас все равно рад новой жизни и ставит перед собой цель поступить в магическую академию, чтобы изучить новые способы магии и стать сильнее. Он отправляется в столицу с местным торговцем, когда вдруг чувствует приближение опасного монстра. Внезапно перед ними появляется гигантский монстр уровня бедствия. Но прежде чем торговец успевает что-то предпринять, Мафиас с легкостью побеждает его и показывает, что даже с самым слабым гербом он превосходит все ожидания. Добравшись до мирной столицы, Матиас заходит в оружейную лавку в поисках мощных мечей и встречает там молодую искательницу приключений по имени Альма, которая просит владельца лавки починить меч ее друга. Альма слишком громко говорит, и Матиас не может сосредоточиться ни на чем другом, поэтому он решает сначала помочь ей. Он подходит к ней и говорит, что может зачаровать ее меч, и показывает ей свой 4-й герб. Хотя этот герб не позволяет эффективно использовать другие гербы, Альма решает довериться Матиасу и дает ему редкий и дорогой магический камень для зачарования меча. Но сначала они знакомятся и быстро становятся друзьями. В лавку заходит подруга Альмы Лори. Матиас влюбляется в нее с первого взгляда. Узнав, что меч нужно зачаровать для этой прекрасной девушки, Матиас пытается произвести на нее хорошее впечатление. Его внезапная официальность по отношению к Лори вызывает у Альмы ревность, ведь он не был так вежлив, когда разговаривал с ней раньше. Но Лори тоже официально представляется и говорит Матиасу, что она сейчас свободна, намекая, что ей нравится этот 40-летний мужчина в теле 12-летнего мальчика. Теперь, когда они все знакомы, Матиас кладет магический камень в меч Лори и быстро его зачаровывает. Лори пробует свой новый меч и случайно рассекает стол как масло, и все понимают, насколько мощным стал ее меч. А то, что Матиасу потребовалось всего несколько секунд, чтобы зачаровать такой магический меч высокого уровня, говорит о том, что Матиас особенный. Вскоре после этого Матиас, который хотел поступить в магическую академию, сдает вступительные экзамены. Там он встречает свою возлюбленную Лори и Альму, которые тоже пришли сдавать экзамены. Лори проходит тест на владение мечом, нового мощного меча побеждает экзаменатора. Матиас тоже проходит тест, но поскольку он тот, кто зачаровал меч Лори, ему назначают специального экзаменатора, чтобы оценить его навыки. Этот парень, очевидно, знаком с отцом Матиаса Кастором, и поэтому хочет посмотреть, чему Кастор научил сына. Парень обещает Матиасу, что если тот его впечатлит, то он лично поручится перед начальством, чтобы Матиаса приняли, несмотря на результаты остальных тестов. Хотя Матиас и так сдал бы все остальные тесты, потому что он главный герой, он соглашается на условия экзаменатора и вызывает его на дуэль. Они парируют удары друг друга, но Матиас быстро одерживает верх и обезоруживает экзаменатора, вынуждая его сдаться. После теста на владение мечом трое друзей проходят тест на контроль магии, и Лори поражает всех, точно попадая по всем мишеням. Матиас с удивлением узнает, что никто в наше время не умеет пользоваться магией без заклинаний. Когда наступает его очередь, он немного колеблется, потому что радиус поражения его магической атаки очень мал, и он не уверен, что сможет попасть по цели. Поэтому он использует одну из своих самых мощных магических атак. Ударной волны от нее достаточно, чтобы уничтожить цель. После прохождения всех испытаний, Матиас поступает в магическую академию вместе с Альмой и Лури. Брата Матиаса привлекает красота Лури, что, конечно, неправильно, потому что она еще несовершеннолетняя, а он уже взрослый. Но это не важно. Во время церемонии открытия директор Эдуард в своей короткой речи прямо говорит новым студентам, что им нужно работать над своими навыками, потому что это единственный способ добиться успеха. Перед тем, как уйти, Эдуард вызывает Матиаса к себе в кабинет. Матиас, естественно, думает, что у него проблемы, но это не так. Прежде чем объяснить причину вызова Матиаса и других профессоров, директор сначала признает талант этого молодого человека. Потому что Матиас тоже может без труда использовать магию, не произнося никаких заклинаний, которые были утеряны сотни лет назад.
Директор считает, что Матиас лучше всего подходит для обучения студентов бессловесному заклинанию. По словам Эдуарда, в Королевской магической академии в столице есть определенная программа, которой должна следовать эта вторая академия. И согласно этой программе профессора могут учить студентов только тому, как использовать магию с помощью заклинаний. Чтобы изменить эту программу, директор хочет, чтобы Матиас доказал на предстоящем межшкольном соревновании, что его бессловесное заклинание намного мощнее, чем заклинание с использованием слов. Директор школы попросил Матиаса научить других преподавателей использовать бессловесное заклинание, чтобы они могли обучать больше учеников самостоятельно. Матиас согласился и, обучив других преподавателей основам, стал приглашенным преподавателем в своем классе. В первый же день он продемонстрировал, как работает бессловесное заклинание, и удивил всех своими навыками. Некоторые ученики были так поражены техникой Матиаса, что начали подозревать, что он демон. В любом случае Матиас начал занятия, и многие ученики показали хорошие результаты, в том числе Альма, которая уже продемонстрировала свои способности. Лори, напротив, с трудом осваивала новую технику, и Матиас пришел ей на помощь. У нее закончилась магия, и Матиас взял ее за руку, утверждая, что это единственный способ передать ей свою магию. Да, верно. Перемотаем на месяц вперед, до дня межшкольных соревнований. Трое друзей собрались вместе, чтобы обсудить свой план на игру. Лори надеется, что в этом году у их соперников не будет магически одаренных учеников. Похоже, что одаренные ученики из первой академии всегда появляются, когда вторая академия вот-вот выиграет. Матиаса это не беспокоит, ведь он сильнейший мудрец. Он выходит на арену для своего первого поединка и сражается с тремя хулиганами из первой академии. Трое хулиганов сразу начинают насмехаться над Матиасом, говоря, что у него самый слабый герб. Матиас игнорирует их насмешки и начинает анализировать их, когда вдруг чувствует зловещую ауру, исходящую от одного из них. Он понимает, что один из его противников – замаскированный демон. Поэтому он быстро расправляется с двумя людьми, чтобы разобраться с демоном, и начинает атаковать его. Демон использует бессловесное заклинание, которому в эту эпоху не должны были учить людей. Матиас понимает, что демоны давно проникли в первую академию и изменили программу обучения, чтобы сделать людей-магов как можно слабее. Вот почему в эту эпоху больше не учат бессловесным заклинаниям. Он разоблачает демона, разрушая его маскировку, и убивает его. Пока профессора осматривают труп демона, Ларри подбегает к Матиасу и обнимает его. Убедившись, что с ним все в порядке, она отпускает его и понимает, что слишком сильно к нему привязалась. Позже в королевском замке король вызывает Матиаса и директора второй академии Эдуарда, чтобы лично поздравить их с разоблачением замаскированного демона. Король говорит, что впечатлен достижениями этого юноши и даже хочет наградить его землей или имуществом. Но он понимает, что если сделает это, то скоро станет известно, что демоны проникли в их ряды. Поэтому король решает наградить Матиаса чем-то личным и дарит ему волшебный меч с двойным заклинанием, который он сам получил от городского кузнеца. Матиас рассказывает, что сам сделал этот меч для кузнеца. Поэтому он просит что-то другое, а именно право на добычу ресурсов в подземельях королевства. Матиас знает по своему прошлому опыту, что в подземельях находятся самые ценные ресурсы, которые настолько редки, что королевства готовы были бы воевать за них. Но с тех пор прошла 1000 лет, и Матиас думает, что король не знает о ценности подземелий, поэтому он и просит его об этом. Как и ожидалось, король удовлетворяет просьбу Матиаса и переходит к следующему вопросу, сообщая Матиасу и Эдуарду, что 4 лучших мага их королевства, которых называют 4 избранными, исчезли сразу после разоблачения демона. Король уже понял, что все 4 из них тоже демоны, и это значит, что среди них есть много других самозванцев. Матиас подозревает, что демоны больше не хотят скрываться среди людей, потому что самые могущественные из них раскрыли свою истинную сущность. Это значит, что раса демонов скоро объединится и начнет полномасштабную войну против этого королевства. Матеус считает, что демонам понадобится 3 месяца, чтобы подготовиться к войне, поэтому он предлагает накрыть все королевство барьером до их возвращения.
Матиас считает, что если все студенты магической академии будут работать вместе, они смогут создать постоянный барьер с помощью артефакта божественного класса. Матиас также советует королю продолжать обучать студентов бессловесному колдовству. Король слепо доверяет этому парню, потому что он самый компетентный здесь, и назначает его официальным лидером в битве против демонов. Вскоре после этого Матиас отправляется в сокровищницу королевского замка, чтобы найти редкие драгоценные камни, которые понадобятся ему для создания барьера. Там он находит редкий меч, который сам же выковал в прошлой жизни, и решает использовать его для создания ядра барьера. Он также забирает зачарованный кулон, который увеличивает количество получаемого опыта. Затем он отправляется в академию, чтобы помочь студентам улучшить бессловесное колдовство, и рассказывает своим друзьям Альме и Лори о своем плане создания барьера. Матиасу все еще нужны материалы для барьера, поэтому он решает отправиться в подземелье, чтобы их собрать, и приглашает Альму и Лори пойти с ним. Девушки сомневаются, идти ли с Матиасом, не потому что им некомфортно рядом с ним, а потому что думают, что будут только мешать ему. Альма говорит, что она хорошо стреляет из лука, но это не самое подходящее оружие для боя. Однако Матиас доказывает, что она ошибается, и показывает, насколько смертоносным может быть лучник, если он вкладывает магию в свои стрелы. Лури тоже хочет научиться вкладывать магию в оружие и снова пользуется ситуацией, чтобы пофлиртовать с Мэтти. Теперь, когда девушки поверили в себя, Матиас ведет их ко входу в подземелье, которое находится прямо под их магической академией. Как и в любом другом фэнтезийном аниме, в этом подземелье несколько этажей, и поскольку они только на первом, Матиас не думает, что монстры здесь будут слишком сильными. На самом деле он настолько уверен, что монстры на этом этаже слабые, что лично отправляется за одним из них и приносит небольшого монстра, похожего на раковину, и говорит Альме потренироваться в стрельбе из лука. Альма направляет свою магию в стрелу и одним выстрелом разбивает панцирь монстра. Она продолжает тренироваться и даже учится менять траекторию полета стрелы. Теперь, когда она уверена в своих силах, она отправляется одна собирать добычу с магических камней, уничтожая монстров на этом этаже. Когда Альма уходит, Лури пользуется случаем и подходит к Матиасу, прося его помочь ей стать сильной. Матиас соглашается научить ее заклинаниям, так как она использует чистую магию. Но прежде чем приступить к обучению, он разрушает стены подземелья, чтобы сделать из кирпичей оружие. По словам Лури, стены подземелья обычно неуязвимы для любого урона, поэтому она удивлена, что Матиас смог так легко разрушить их. Матиас учит Лури, как улучшать кирпичи из стен подземелья, используя на них несколько магических заклинаний одновременно. И она успешно создает чистые скопления железной и мифриловой руды. Используя эту руду, они начинают зачаровывать свое оружие. Вскоре после этого возвращается Альма, собрав достаточно магических камней, и с удивлением видит, что Лури сделала себе меч, которым можно пробивать стены. Лури зачаровывает оружие и доспехи Альмы и сама становится хорошо экипированной. Итак, полностью подготовившись к испытанию, мафия решает перейти на 10-й этаж, сказав им, что теперь они достаточно сильны, чтобы справиться с опасностями этого уровня. 10-й этаж выглядит совсем не так, как первый, и напоминает пещеру с натеками. Девочки легко справляются с монстрами на этом этаже. Побеждая монстров, они получают очки опыта, а благодаря кулону Матиаса быстрее повышают свой уровень. Внезапно появляется собака-монстр и нападает на девочек. Матиас не вмешивается, так как считает, что девочки достаточно компетентны, чтобы справиться с монстром самостоятельно. И они действительно справляются благодаря отличной командной работе. Уже почти наступила ночь, и Матиас устанавливает небольшой барьер, велев девочкам отдохнуть внутри, а сам решает отправиться на 25-й этаж в одиночку, чтобы добыть материалы, необходимые для установки барьера королевства. Альма считает, что это плохая идея, потому что единственный отряд, который когда-либо добирался до этого этажа, состоял из 30 магов, которых защищал Гaius, бог магии. Слова Альмы смущают Матиаса, так как он не понимает, почему его предыдущая жизнь Гaius теперь известен как бог магии. Он предполагает, что это должно быть какой-то другой Гaius, поэтому он игнорирует это и направляется на 25-й этаж. Собирая адамантит, он чувствует, что на более глубоких этажах обитает сильный монстр. Поэтому он без колебаний принимает вызов, уверенный, что сможет победить его, используя знания, опыт и смекалку из прошлой жизни.
Он тут же спускается вниз и мгновенно уничтожает всех обычных монстров на этаже, вынуждая босса, змею-арку, показаться. Атаки змеи-арки достаточно смертоносны, чтобы убить Матиаса одним ударом. Мало того, его яд разъедает землю и отравляет воздух. Но Матиаса это не пугает. Наоборот, он воодушевляется, ведь это его первое настоящее испытание в новой жизни. Он позволяет змею проглотить себя и использует свою взрывную магию прямо у него в пасти. Но этого недостаточно, чтобы убить змея, поэтому Матиас достает меч, наполняет его магией и наносит змею удар, от которого начинается землетрясение. Достаточно сильное, чтобы напугать девушек на 10-м этаже. Две сущности демонов в тени тоже чувствуют всплеск магии и задаются вопросом, кто этот человек, ведь они не думали, что у кого-то из нынешнего поколения может быть столько силы. Миссия выполнена, и команда направляется в гильдию искателей приключений, чтобы продать добычу из подземелья. Администратор недооценивает команду Матиаса, потому что его герб считается самым слабым. Поэтому мафия затыкает ее, показывая отрубленную голову босса. Он продает ей голову монстра вместе с огромным магическим камнем. Хотя этот камень достаточно редкий, чтобы считаться национальным достоянием, Матиас все равно отдает его, потому что ему нужен еще больший камень для создания барьера королевства. Администратор не уверена, что ее гильдия может позволить себе такие вещи. В конце концов, она обменивает их на 750 золотых. Матиас предлагает Альме и Лури разделить золото поровну, но они отказываются, потому что не внесли никакого вклада. Они возвращаются в город, когда Матиас вдруг чувствует зловещую энергию, направляющуюся прямо к их магической академии. Зловещая аура исходит от двух демонов, которые ищут таинственного человека, ответственного за смерть их товарища. Судя по силе этих демонов, Матиас понимает, что один из них сильнее, чем тот, которого он победил раньше. Поэтому он решает разобраться с этим демоном лично и просит Алму и Лури сразиться с более слабым, обещая, что теперь они достаточно сильны для этого. В мгновение ока Матиас нападает на более слабого демона, который подчиняется более сильному Астрелу. Более слабый демон блокирует внезапную атаку Матиаса, что говорит о разнице в их силе. Астрел запускает смертельное огненное заклинание, но Матиас полностью нейтрализует его и использует против Астрела. Следуя заранее продуманному плану, Матиас отвлекает двух демонов, позволяя Алме поразить более слабого демона зачарованной стрелой, которая нарушает его магическую силу и замедляет его. Более слабый демон нападает на Алму и Лури и отделяется от Астрела, что было частью плана Матиаса. Астрел готовится к масштабной атаке, но Матиас разрушает его заклинание, демонстрируя свои знания в магии. Астрел приходит в ярость и достает меч, чтобы сражаться в ближнем бою. Хотя Матиас слабее физически, он умело уклоняется от всех атак и благодаря своему боевому опыту одерживает верх. Астрел понимает, что отступление — единственный выход, но Матиас не дает ему сбежать. Он обездвиживает демона с помощью сферы и лишает его сознания. Ашрил падает с неба и приземляется на улице, из-за чего оказывается на виду у толпы, вызывая у нее панику. Главный злодей повержен, Матиас наблюдает за битвой двух своих друзей с более слабым демоном. Альма продолжает атаковать демона своими зачарованными стрелами, созданными Лури. Нанеся урон, они быстро отступают и прячутся за зданиями, чтобы скрыться от демона. Это отличная стратегия, чтобы избежать нападения демона. Матиас гордится ими и начинает болеть за их победу. С его точки зрения девушки уже доказали свою ценность, поэтому он решает закончить дело. Он говорит более слабому демону, что уже победил его босса, и запускает простое заклинание света, которое настолько эффективно против демонов, что один удар может их убить. Демон, естественно, пытается сбежать, но Альма сбивает его с ног, и Матиас наносит последний удар, завершая битву. Жители города, ставшие свидетелями этого события, приходят в восторг от того, что 3 студентам Академии удалось победить 2 демонов самостоятельно. Матиас, будучи настоящим интровертом, не хочет быть в центре внимания. Он быстро хватает своих друзей и улетает вскоре после этого инцидента.
Король вызывает Матиаса, Альму и Лури, поздравляя их с победой над двумя демонами. Как и в прошлый раз, он предлагает наградить каждого из них и спрашивает Матиаса, чего бы он хотел. На этот раз Матиас просит короля найти для него как можно больше подземелий. С другой стороны, Альма и Лори просят короля выплатить им компенсацию. Король с радостью соглашается на просьбы всех троих студентов и продолжает говорить, когда мафия его перебивает. Он чувствует, что за ними следит демон с помощью магического кристалла. Матиас, как настоящий хакер, меняет направление связи и посылает мощную атаку на демона, который кричит от боли. Король сразу узнает голос Эрхарда, бывшего капитана Ордена Магов. Матиас быстро определяет местонахождение Эрхарда и сообщает королю координаты, которые тот узнает. Это заброшенная деревня. Матиас хочет навестить демонов, но из-за своего провала в прошлом он больше не может использовать заклинание телепортации на большие расстояния. Поэтому он придумывает лучшую идею и вместе с Альмой и Лори отправляется в темные горы на поиски легендарного существа. Вскоре они находят мирно спящего дракона, и Матиас говорит, что хочет использовать этого ужасного дракона в качестве средства передвижения. Этот дракон по имени Айрис в прошлом разрушила множество королевств. Но Матиасу все равно, потому что он победил и приручил ее в прошлой жизни. Он подходит к ней, несмотря на предупреждения друзей, и полностью обезоруживает ее. Увидев, что он единственный, кто может говорить на драконьем языке, Айрис понимает, что этот хрупкий юноша никто иной, как безумный мудрец Гай, который умер 1000 лет назад. В любом случае, Айрис пугается внезапного появления Матиаса и думает, что он пришел ее убить. Она начинает умолять о пощаде. Матиас объясняет ей ситуацию и вежливо просит ее отвезти его в логово демонов. К сожалению, у Айрис крылья порваны, и она винит в этом мафию. Она рассказывает, что когда он погиб, во всех королевствах прогремели взрывы, и люди вернулись к каменному веку. Один из этих взрывов и разорвал ей крылья. Бора не интересуется тем, что произошло 1000 лет назад, и просто исцеляет крылья Айрис, чтобы она снова могла летать. Прежде чем представить Айрис своим друзьям, Матиас запрещает ей рассказывать кому-либо о его реинкарнации. Айрис начинает говорить на человеческом языке и представляется Альме и Лури, чем шокирует их. Когда они знакомятся, Айрис садится на спину Матиаса, и они отправляются в деревню демонов. Матиас останавливает Айрис, когда она собирается увеличить скорость, и спрашивает, с какой скоростью она собиралась лететь. Айрис объясняет, что хотела разогнаться до максимума, как это делал друг Гая Рейтер. Лури узнает в Рейтере бога мечей, что снова сбивает Матиаса с толку. Ведь он не понимает, почему боги, которым поклоняются люди этой эпохи, носят те же имена, что и его друг из прошлой жизни. В любом случае, Матиас объясняет Айрис, что обычные люди, такие как Альма и Лури, не могут выдержать такую скорость, как у Рейтера. Поэтому она летит очень медленно и направляется прямо в деревню демонов. Вскоре после этого мафия находит демона, охраняющего зловещий дворец. Он убивает его. Увидев, что Матиас может убить демона в одно мгновение, Альма и Лури задаются вопросом, человек ли их друг, а Айрис радуется, что не разозлила Матиаса раньше. Матиас чувствует присутствие двух демонов во дворце, поэтому он понимает, что один из них — Эрхард, бывший капитан Ордена Магов. Но кто второй, ему неизвестно. Судя по его мощной ауре, Матиас понимает, что второй намного сильнее Эрхарда. Матиас уверен в своих силах, но прежде чем он успевает войти, Айрис врезается в стену дворца, потому что забыла, как приземляться, ведь она не летала уже 1000 лет. Айрис пробивает стену дворца, и Матиас, Альма и Лури заходят внутрь. Матиас связывается с Альмой и Лури с помощью заклинания телепатии, чтобы демоны их не услышали, и говорит им, что на этот раз они должны атаковать первыми. Он считает, что они обе уже достаточно сильны, чтобы справиться с этими двумя демонами, и обещает им, что будет их поддерживать, чтобы все прошло хорошо. Убедившись, что Альма и Лури готовы, Матиас замечает, что здесь прячутся два демона, используя заклинание невидимости. Единственный способ скрыть кого-то — это спрятаться в месте, полностью лишенном магии.
Лури начинает искать такое место и находит крылатого демона, прячущегося за столом. Матиас обнаруживает демона Эрхарда, разрушив его заклинание. Но Эрхард даже не понимает, что его раскрыли. Альма атакует его зачарованной стрелой и попадает прямо в лоб. Ее маленькая стрела совсем не причиняет демону вреда, а скорее злит его. Судя по внешности, Эрхард предполагает, что молодой человек здесь Матиас, но не верит в это до конца. Потому что Матиасу потребовалось бы гораздо больше времени, чтобы добраться сюда из столицы. Матиас демонстрирует свои боевые навыки и дает понять Эрхарду, что он не какой-то там самозванец. Пока они сражаются, Альма пытается нанести урон, стоя в стороне, и хотя ее стрелы попадают в спину Эрхарда, они не причиняют ему вреда. Когда Эрхард начинает насмехаться над Альмой и Лури, называя их кучкой бесполезных муравьев, он начинает чувствовать сильную боль и понимает, что его сильно отравили теми же стрелами, которыми он пренебрег. Он думал, что они безвредны. Когда Эрхард начинает терять сознание от действия яда, он сожалеет, что не сражался с настоящими мафиози. И, не позволяя себе сдаться, доводит себя до предела и превращается в свою истинную демоническую форму. Когда кто-то принимает эту форму, он получает огромную магическую силу и становится очень сильным. Но в этой форме Альме и Лури опасно здесь оставаться. А вот Матиасу все нипочем, и он легко расправляется с Эрхардом, еще больше отравив его. Когда тело Эрхарда сдается, Альма добивает его выстрелом из зачарованной стрелы. Теперь, когда слабый демон повержен, Матиас приказывает девушкам идти к Айрис. А сам он должен сразиться с другим демоном. Чтобы раскрыть его, Матиас разбивает несколько магических камней, выпуская магию в воздух, чтобы рассеять туман. Когда туман рассеивается, появляется скрытый демон, который оказывается тем самым туманом. Демон хвалит Матиаса за то, что тот все понял, но сожалеет, что такой талантливый парень умрет здесь. Демон молниеносно нападает на Матеуса, который с уверенной улыбкой парирует удар, но вскоре его улыбка исчезает, когда демон начинает двигаться еще быстрее и отрубает ему руку. Без правой руки Матеус начинает недооценивать противника. Тем временем Матеус полностью анализирует движение демона и, используя одно из своих мощных заклинаний, пришивает себе руку обратно. Кровь говорит, что он заранее наложил на свои руки восстанавливающие заклинания на случай подобных ситуаций. В любом случае, после анализа Матеус может уклоняться от каждой атаки демона с минимальными движениями. Демон понимает, что у него нет шансов против этого молодого гения. Поэтому он тоже проходит через трансформацию, как Эрхард, в обмен на свою жизнь. Но в середине трансформации Матеус отменяет ритуал еще одним своим заклинанием. Демон выбирает альтернативный вариант и снова превращается в туман. Матеус рассеивает и его, заставляя демона задуматься, откуда у этого парня столько контрмер в арсенале. В смысле, кровь — главный герой. Так что здесь ничего не нужно объяснять. Когда боевой дух демона угас, Матеус заставляет демона поглотить столько магии, что тот взрывается, обнажая гигантский фиолетовый кристалл посреди кратера. Лори спрыгивает с Айрис, чтобы проверить, в порядке ли ее дорогой Мэдди, и не упускает возможности страстно его обнять. Альма, третий лишний, не дает им насладиться моментом и начинает приставать с расспросами, что это за фиолетовый кристалл. По словам Матеуса, этот гигантский кристалл называется столпом убийцы драконов, который может поглощать магию из самого сердца планеты. Поскольку демоны были теми, кто установил это ядро, Матиас считает, что они сделали это, чтобы призвать орду боссов-монстров в столицу. Хотя монстры уже начали появляться, Матиас считает, что пока нет причин для паники. Он думает, что взрыв, произошедший ранее, сместил точку появления монстров на 10 километров от столицы. Но с монстрами все равно придется разобраться, поэтому Матиас возвращается в город с девушками, надеясь, что магическая академия поможет им справиться с монстрами. По дороге Матиас придумывает отличную идею – добавить Айрис в свой гарем, сказав, что они могут поступить в академию в качестве студентов, приняв человеческий облик. Айрис превращается в малинового дракона и продолжает путь в город.
Когда они добираются туда, Матиас рассказывает директору о том, как он победил демонов, которые пытались напасть на город, и представляет ему свою подругу Айрис, прося принять ее в академию в качестве студентки. Но в этом мире не принято брать на работу родственников, независимо от статуса человека. Директор говорит Айрис, что она должна пройти вступительные испытания. Матиас просит разрешения присутствовать на испытаниях, чтобы убедиться, что Айрис, могущественный дракон, случайно не потеряет контроль над своими силами и не разрушит весь город. На следующий день Айрис сдает экзамен по фехтованию и отправляет экзаменатора в полет, как будто он из команды «Ракета». Затем Айрис сдает экзамен по контролю над магией и демонстрирует, насколько она могущественна. Но она не попадает в цель. Поэтому она использует метод ударной волны, который Матиас применял во время экзаменов, и полностью разрушает тренировочную площадку, из-за чего директор хочет ее отчислить. Потому что она слишком сильна для обычной ученицы, но по просьбе Матиаса он в конце концов разрешает ей остаться, добавив еще одну странную ученицу в историю. Через несколько дней Матиас снова начинает собирать материалы для барьера. Многим ученикам поручают найти необходимые магические кристаллы. Но скорость добычи слишком низкая, потому что у большинства из них нет знака славы, который усиливает физические и боевые способности. Поэтому Матиас предлагает директору обратиться за помощью в первую академию, так как у большинства их учеников есть знак славы. Но директор считает, что это практически невозможно, потому что первая и вторая академии никогда не ладили и не будут сотрудничать, несмотря ни на что. Тем не менее, директор решает попробовать. И с помощью короля он вызывает директора первой академии Факуса к себе в кабинет. Два директора сразу же начинают спорить о том, кто из них главнее. Директору второй академии Эдуарду это не очень интересно, так как его единственная цель — построить барьер, чтобы защитить королевство от нападения демонов. Поэтому он просит директора первой академии помочь ему с учениками, у которых есть знак славы. Но эго Факуса не позволяет ему сотрудничать со второй академией, так как он считает их ниже себя. Эдуард напоминает Факусу о результатах межшкольных соревнований, в которых вторая академия доказала, что они не хуже первой академии. На самом деле первая академия все это время побеждала только потому, что у них были демоны, замаскированные под лучших учеников. Факс до сих пор отказывается признавать силу второй академии, поэтому мафия предлагает провести еще одно соревнование, где проигравший должен будет сделать все, что прикажет победитель. Факс соглашается, но добавляет свое условие — не допускать до участия в соревновании Матиаса и его друзей. Матиас соглашается на его условия и говорит Эдварду, чтобы тот не волновался, потому что он обязательно заткнет рот всем болтунам из первой академии раз и навсегда. Для соревнования первая академия выставляет всех своих учеников. Матиас, который планировал использовать Айрис против первой академии, потому что Факс о ней не знает, отказывается от этой идеи, так как считает, что ни один из учеников первой академии не так хорош. Против десятков учеников первой академии, вторая академия выставляет всего 5 учеников, чьи способности даже не на должном уровне. Но благодаря превосходству в магии и бессловесном колдовстве, ученики второй академии уничтожают всех учеников первой академии, прежде чем те успевают применить свои заклинания. Из-за этого единственного преимущества соревнование оказывается полностью односторонним. Но Факс отказывается признавать поражение своей академии, так как считает, что эти 5 учеников, которых прислал Эдвард, такие же одаренные монстры, как и Матиас. Эдвард пытается объяснить ему, что все его ученики владеют бессловесным колдовством. Но Факс не слушает и приказывает Эдварду, чтобы безобидная на вид девушка сразилась с его учениками. Эта жуткая на вид девчонка хватает меч и случайно гнет сталь, как будто это резина, и он понимает, что она тоже монстр. Факус продолжает вести себя как ребенок. Тогда король сам спускается туда и приказывает стражникам увести этого бесполезного неудачника. После разговора с тупым директором школы, король приказывает студентам первой академии сотрудничать со второй академией.
Таким образом, студенты первой академии присоединяются к студентам второй академии, чтобы добывать мифрил для барьера. Альма, Лори и Мафия, в свою очередь, возвращаются в подземелье, чтобы найти самый большой магический камень, потому что им понадобится не меньше полуметра, чтобы использовать его в качестве ядра барьера. Мафия считает, что это будет несложно, им просто нужно найти подходящего монстра, чтобы его убить. У Айрис тоже есть магический камень, почти метр в диаметре. Но Матиас обещает Айрис, что не будет ее убивать. Вместо этого он решает вызвать монстра и с помощью Лури создает магический круг. Он помогает Лури создать магический круг, и она так сосредотачивается, что начинает радостно смеяться. Айрис, которая не умеет контролировать свои силы, вкладывает в магический круг много магии, и появляется настолько сильный монстр, что он начинает разрушать пол. Группа убегает, но дракон преследует их до открытого пространства. Это именно то, чего хотел Матиас, и он с радостью решает его победить. Используя Ирис как приманку, Матиас выигрывает достаточно времени, чтобы наполнить стрелы Альмы ядом, чтобы она не промахнулась ни разу. Тем временем Матиас создает несколько магических защитных кругов, чтобы монстр не использовал на них драконье дыхание. Когда все приготовления закончены, Ирис заставляет монстра выдохнуть пламя, и Матиас использует его же заклинание против него, чтобы уничтожить его. Они успешно извлекают большой магический камень из останков монстра и забирают его в Академию. Теперь, когда в их команде 4 человека, Матиас решает поработать над их командной игрой и создает тренировочное поле, чтобы Ирис лучше контролировала свои силы. Под руководством Матиаса Ирис учится избегать атак и двигаться более плавно. Тем временем Матиас учит Лури новым заклинаниям, и в благодарность за помощь она создает для него золотой меч с 8 заклинаниями. Лури также зачаровывает оружие Альмы и Ирис, и они удивляются его разрушительной силе. У всех 3 девушек мощное снаряжение, и мафия легко побеждает их. Несколько дней спустя глава второй академии Эдуард собирает всех студентов и приступает к установке барьера вокруг столицы. Студенты делают все возможное, чтобы помочь мафии установить барьер, но внезапно мафия чувствует демоническое присутствие на окраине города. Он предполагает, что это армия демонов, которые используют телепортационное заклинание, чтобы попасть сюда. Но он не может справиться с ними сейчас, потому что занят установкой барьера. Поэтому он поручает Альме и Лури разобраться с ними, показывая, что доверяет им. Когда Альма и Лури прибывают на место, где появились демоны, они видят огромный портал в небе, который указывает на то, что демоны воспользуются им, чтобы попасть сюда. Лури быстро делает самые мощные стрелы для Альмы, чтобы та могла использовать их против демонов. С ними еще их одноклассник, но он здесь без причины. В любом случае, когда первый демон выходит из портала, Альма сразу же попадает ему в сердце своей стрелой, убивая его одним выстрелом. Другой демон нападает на Альму, но Лури одним взмахом меча рассекает его пополам. Портал телепортации исчезает после победы над демоном, и Альма с Лури думают, что они справились со своей задачей. Но затем из столицы начинает исходить еще больше магии, и они понимают, что это было лишь отвлекающим маневром, чтобы они покинули город. Они спешат к Мэтьюсу за советом, и он говорит им идти во вторую академию, предполагая, что портал откроется там. Девочки прибывают на место как раз вовремя и присоединяются к другим студентам и директору, чтобы защитить академию. Первый демон выходит из портала и атакует всех студентов мощным огненным заклинанием. Демон ухмыляется, думая, что избавился от этих вредителей, но когда пыль оседает, он с удивлением видит, что студенты защитились, создав магический щит. Студенты атакуют в ответ, но ни одно из их заклинаний не достигает демона, потому что он слишком высоко. Итак, Альма делает шаг вперед и стреляет в демона из своего зачарованного лука, но, к сожалению, демон останавливает стрелу голыми руками. Понимая, что они не смогут победить демона в честном бою, Альма обращается к Лури, которая пытается создать магический круг.
Но у нее ничего не получается, потому что магический круг, который она пытается нарисовать, очень сложный. Тогда Альма и другие ученики делают все возможное, чтобы дать Лури время закончить заклинание. Видя, как самоотверженно сражаются ее одноклассники, Лури создает самую смертоносную магическую стрелу для Альмы. Альма стреляет этой стрелой в демона, давая остальным время на заклинание. Хотя студенты второй академии победили одного сильного демона, из портала начинают появляться другие демоны такой же силы. Альма не сдается и продолжает сражаться, чтобы дать время их читерским мафиози добраться сюда. Прежде чем прольется кровь, появляется Матиас, подготовивший барьер, и в одиночку сражается со всеми демонами. Прежде чем вступить в бой, Матиас дает им шанс попросить пощады. Но они предпочитают умереть в муках. Поэтому он исполняет их желания и умело побеждает их, используя всю свою силу. Позаботившись о демонах, Матиас празднует победу со своими друзьями и отдает должное Лури, говоря, что только благодаря ее зачарованному мечу он смог победить их. Этот наглый лжец готов на все, лишь бы переспать с кем-нибудь. Но неважно, подготовка к созданию барьера уже завершена. Матиас отправляется к месту установки барьера и добавляет магический камень в качестве ядра, которое активирует барьер и освещает все небо, создавая прекрасный вид для людей. Хотя барьер теперь установлен, Матфей говорит, что их работа еще не закончена, и напоминает Ларе и Альмю, что орда монстров, появившихся из-за столба с драконьей жилой, все еще рыщет на окраинах города. Поэтому студенты второй академии отправляются на передовую, чтобы избавиться от них, пока они не напали на близлежащие города. Ловушки Матиаса справляются с первой волной монстров, и это помогает студентам справиться с остальными. Матиас наблюдает за битвой со стен города и ждет вторую волну, когда появятся боссы-монстры. Поэтому он телепортируется вместе с друзьями на передовую, зная, что студенты Академии недостаточно сильны, чтобы справиться с ними в одиночку. Он небрежно бросает Ирис в одного из великанов, который побеждает его одним ударом. Альма и Лури присоединяются к Ирис и побеждают остальных, и со второй волной монстров, которая была уничтожена, появляется третья и последняя волна. Это монстр, известный как Пустота, который растет, пожирая монстров вокруг себя. По сути, это торнадо. Но Матиас, как всегда, уверен в себе. Он решает использовать этого монстра, чтобы получить максимум добычи, и кормит его слишком большим количеством магических камней, заставляя его превратиться в мифического волка. Пока девушки отвлекают внимание волка, Матиас наносит ему значительный урон. Но волк быстро регенерирует и залечивает раны. Поэтому Матиас накладывает заклинание, которое наносит монстру непрерывный урон и обездвиживает его, позволяя Матиасу отрубить ему голову. На следующий день Матиас сообщает директору, что хочет покинуть город, так как он уже достаточно помог ему и позаботился обо всех возможных угрозах. Он все еще хочет продолжать свою гуманитарную деятельность и объясняет, что хочет путешествовать по стране, чтобы найти больше драконьих вен, которые могут привести к потенциальным угрозам. Поскольку Матиасу здесь больше нечего изучать, директор разрешает ему это и выделяет стипендию, чтобы он мог воспользоваться помощью школы, если столкнется с проблемами. Лури и Альма тоже хотят присоединиться к Матиасу, поэтому директор выделяет им стипендию и разрешает покинуть академию. Вскоре после этого Матиас и его спутники покидают столицу, прощаясь с академией. Девушки очень взволнованы, ведь они впервые в жизни покидают столицу. Проходя через лес, Матиас решает отправиться в подземелье под названием Мельхия, которое состоит из сотен этажей. Очевидно, это город-подземелье, потому что он построен прямо над подземельем. Сам Матиас потрясен, узнав о существовании такого места, потому что в его прошлой жизни ничего подобного не было. Он не может понять, как люди могут жить над подземельями, где обитают ужасные монстры. По словам Альмы, в Мельхию стекается множество людей, и большинство из них искатели приключений. Если они пойдут по дороге, проходящей через лес, то доберутся до города за несколько дней. Но Матиас решает пойти через знаменитый лес, который, как известно, населен разумными монстрами. Ну, они могут полететь в Малкию с помощью радужки, но почему бы не принять вызов? Вскоре они оказываются в жутком черном лесу, надеясь встретить знаменитых умных монстров. Но, как ни странно, им не удается никого найти. Радужка тоже проголодалась, поэтому Лури предлагает сделать перерыв и пообедать вместе.
Альмё не терпится достать еду из своего хранилища, но Матиас предлагает пойти на охоту, чтобы убить 2 зайцев одним выстрелом. Так они смогут добыть свежую еду и заодно найти умных монстров, которые так интересуют Матиаса. Но зная, что девочкам понадобится много времени на охоту, Матиас уходит один. В глубине леса он ищет еду и вдруг понимает, что за ним следят безмозглые монстры. Они двигаются слишком упорядоченно, и Матиас подозревает, что ими кто-то управляет. Он понимает, что этим кем-то должен быть умный монстр. Матиас понимает, что за ним идет умный монстр, и предполагает, что тот собирается напасть. Умным монстром оказывается обезьяна, что разочаровывает Матиаса. Он приносит ее труп девочкам и говорит, чтобы они приготовили из нее еду. Но девочка боится монстра и испытывает отвращение к его виду, поэтому он достает из другого измерения гигантского кабана. Лури превращает землю в котелок с помощью своих способностей, а Ирис разводит костер. Альма пошла в лес за травами для супа, но когда она вернулась и приготовила его, то из-за неудачного сочетания ингредиентов произошел взрыв. Видимо, проблема в том, что она не умеет обращаться с огненными заклинаниями, когда они используются рядом с какими-либо ингредиентами. Короче говоря, когда она зажгла огонь под котелком, то взорвались и ингредиенты, и произошел взрыв. В конце концов, группе удается приготовить мясо кабана, которое выглядит довольно аппетитно, и они неохотно его съедают, удивляясь его вкусу. Набив желудки, Альма в качестве десерта подает группе свой фирменный суп, из-за которого ее, видимо, и отстранили от готовки. Айрис единственная, кто осмеливается попробовать блюдо, и тут же жалеет об этом, потому что суп на вкус как кошачья моча. Матиас говорит девушкам, что монстры в этом лесу слишком боятся приближаться к ним из-за зловещей ауры Айрис. Поэтому он считает, что им лучше продолжить путь в город Мелькия, чем искать умных монстров. Более того, обезьяна была главным монстром в этом лесу, поэтому Матиасу здесь больше нечего делать. До заката Матиас и его спутники добрались до города подземелья Мелькия. Поскольку это все еще город, группа предполагает, что там будет оживленно, но к их удивлению город оказывается довольно тихим и почти пустым. По прибытии загорается магический фонарь на столбе. Его магический поток действует странным образом, и Матиас понимает, что он связан с колонной драконьей жилы. Хозяин магазина кричит на Матиаса в темноте, предупреждая его об опасности фонарных столбов и рассказывая, что они уже убили 10 человек. В этот момент фонарный столб взрывается, но Матиас вовремя спасает своих друзей от взрыва. Лури возмущается и спрашивает хозяина магазина, зачем он создал такую опасную вещь. Хозяин магазина шепчет Лури в ответ, что у жителей города не было выбора, потому что это было сделано по приказу правителя. Хозяин магазина объясняет, что раньше они использовали камни Магостоуна для освещения. Но однажды правитель объявил, что Магстоун станет самым ценным экспортным товаром и запретил жителям города использовать его. Матиас понимает, что правитель виноват в том, что город такой малонаселенный, и подтверждает это, когда хозяин магазина говорит, что правитель отправил большую часть жителей города на 10-й этаж подземелья, чтобы победить могущественного монстра. Матиас понимает, насколько некомпетентен правитель этого города. Он решает исправить ситуацию и первым делом идет в гильдию искателей приключений, чтобы получить разрешение на вход в подземелье. Но для этого нужно разрешение гильдии. Однако, когда Матиас и его команда приходят в гильдию и просят разрешения, администратор советует им не делать этого, потому что разрешение теперь выдает не гильдия, а сам правитель. Она объясняет, что правитель, скорее всего, заставит их выполнить особые условия, если они получат разрешение. По сути, им придется делать все, что прикажет лорд, в обмен на разрешение. Эти задания обычно очень опасные, и большинство из них заканчиваются жертвами. Матиаса это не пугает, ведь в мире нет ничего, что могло бы его напугать. Но он все равно спрашивает девушек, готовы ли они участвовать в этом. Девушки хором отвечают, что пойдут за Матиасом куда угодно. Поэтому Матиас просит у администратора 4 разрешения. В этот момент в гильдию заходит женщина и сообщает искателям приключений, что внезапная атака монстров привела к большому количеству жертв.
Из-за большого количества раненых искателей приключений, женщина просит целителя помочь им. К сожалению, в гильдии нет ни одного искателя приключений, не говоря уже о целителях, потому что все они отправились в подземелье. Но у Матиаса полно навыков, поэтому он вызывается помочь и направляется в церковь, где лежат десятки тяжело раненых людей. У медсестры закончились бинты, и она даже не может остановить кровотечение у большинства из них. Увидев такую ужасную ситуацию, Матиас спрашивает женщину, почему в городе нет целителей, хотя здесь полно искателей приключений. Женщина отвечает, что все целители были изгнаны лордом, потому что он считал их бесполезными. Злость Матиаса на лорда растет. Но сейчас он сосредоточен на помощи нуждающимся и решает вылечить тех, кто в самом тяжелом состоянии. Три целителя прерывают Матиаса, говоря, что такой ребенок, как он, не может просто так сюда прийти и делать все, что захочет. Матиас велит крикливому и некомпетентному целителю заткнуться. Пока он пытается сохранить свою работу здесь, Матиас, не обращая внимания на старика, активирует свой знак неудачи, который лучше всего подходит для интенсивного лечения, например, восстановления поврежденных органов и кровеносных сосудов. Вскоре Матиас приводит своего первого пациента в идеальное состояние. Три целителя понимают, что с этим парнем шутки плохи. Они начинают сотрудничать с Матиасом и помогают ему лечить раненых. После нескольких часов напряженной работы Матиас приводит всех в порядок и получает одобрение старшего целителя. Матиас пользуется случаем и спрашивает старшего целителя о предыдущем лорде и о том, почему его заменили на этого нового некомпетентного лорда. В ответ старший целитель рассказывает, что предыдущий лорд, который был абсолютно здоров, внезапно умер во сне, и его место занял новый человек, который изменил город к худшему. Матиас подозревает, что за смертью предыдущего лорда стоят демоны. Поэтому он решает встретиться с нынешним лордом, чтобы узнать, не демон ли он тоже. Матиас пишет письмо ректору, чтобы сообщить королю о ситуации в городе, и прячет его под другим письмом, чтобы избежать подозрений. Они остаются в одном номере на ночь, и Матиас и Лаури не могут уснуть, потому что не верят, что проводят ночь вместе. Они пытаются успокоиться, говоря себе, что волноваться ни о чем, потому что они спят на разных кроватях. Но что бы они ни делали, они не могут уснуть и всю ночь надеются, что произойдет какое-нибудь чудо, которое соединит их. На следующее утро Матиас и его спутники входят в подземелье и приносят останки самого сильного монстра клерку, чтобы получить за них деньги. Но клерк не может ничего им дать, потому что, очевидно, должен сначала показать добычу лорду, чтобы получить его одобрение. Толстый уродливый лорд получает отчет и, узнав, что они смогли победить босса, посылает банду головорезов, чтобы избавиться от них. Матиас предвидел это и с нетерпением ждал, когда сможет разоблачить этого замаскированного демона. Прогуливаясь по улице, Матиас замечает, что за его группой следят. Он телепатически сообщает об этом девушке и говорит, чтобы они вели себя как обычно, потому что он хочет заманить их в ловушку. Заманив их в переулок, Матиас накладывает на себя и девушек заклинание невидимости, и вся группа становится невидимой, что сбивает врагов с толку, потому что они не понимают, как эта компания детей исчезла. Затем Матиас спокойно подходит к ним, делая вид, что не знает их, и спрашивает, как пройти к их гостинице. Бандиты говорят Матиасу, как пройти к его гостинице. Матиас спрашивает, откуда они знают, где он и его друзья остановились. Бандиты понимают, что их поймали, и берут Матиаса в заложники. Точнее, Матиас позволяет взять себя в заложники, потому что хочет встретиться с лордом. Главарь банды угрожает убить Матиаса, если его друзья попытаются что-то сделать. Матиас тоже притворяется, что ему страшно, и говорит: «Пожалуйста, помогите мне, ребята, я не хочу умирать. Вы можете видеть, как я расстроен, просто взглянув на мое лицо». Лури и Альма едва сдерживают смех, глядя на ужасную игру Мэдди, и тоже подыгрывают, спрашивая бандитов, чего они хотят. Из отчета они узнали, что мафия не участвовала в убийстве босса подземелья, поэтому они решили, что он самый слабый из них. Поэтому они выбрали мафию в качестве заложников. Бандиты ясно дают понять Альме, Лури и Айрис,
что если они хотят, чтобы их слабый друг выжил, то им придется отныне служить правителю этого города. Айрис не воспринимает слова бандитов всерьез, небрежно подходит к ним и обезоруживает всех до единого, даже не пытаясь. Главарь бандитов не понимает, почему эта девушка так безрассудна. Даже когда ее друга взяли в заложники, Айрис просто не обращает на это внимания и одним ударом кулака в лицо сбивает главаря с ног. Когда все бандиты оказываются без сознания, Матиас накладывает на них заклинание слежения. Враги говорят, что знают о них и считают Матиаса самым слабым, потому что он может использовать только исцеляющую магию. После этого бандиты угрожают девушкам, и Матиас приказывает Айрис не убивать врагов. Айрис подходит к противникам и с легкостью избивает их, нанося удары кулаками и побеждая всех за считанные секунды. После боя Матиас использует заклинание и выслеживает демона, который стоит за всем этим. На следующее утро все просыпаются в гостинице, когда Матиас получает письмо от королевского гонца. Прочитав письмо, Матиас и его друзья отправляются на встречу с посланником, который хочет передать им послание от короля лично в секретном месте. В секретном месте Матиас встречается с посланником, который приветствует их и объясняет, что выбрал это место, чтобы лорд не узнал об их встрече. По словам посланника, король получил подробный отчет Матиаса о злоупотреблениях, которые совершает лорд этого города, и поэтому он разрешил Матиасу арестовать лорда и вернуть его под стражу. С разрешения короля Матиас быстро находит лорда с помощью бандитов и направляется во дворец лорда. Поскольку снаружи нет охраны, Матиас удивляется и использует заклинание обнаружения, чтобы определить местонахождение всех врагов, которые прячутся во дворце и ждут их прихода. Королевский посланник считает, что им опасно идти дальше, потому что лорд знает об их планах и предлагает им пока отступить. Но Матиас хочет посмотреть, какие ловушки приготовил для него лорд, поэтому он заходит внутрь через парадную дверь. Враги, которые ждали их, не могут поверить, что этот глупец пришел сюда всего с 5 людьми. Они сильно недооценивают силу группы Матиаса и нападают на них. Лури использует свой щит, чтобы отражать атаки, а Матиас хвалит ее за то, что она стала лучше колдовать. Но Матиас не хочет тратить время на то, чтобы Альма и Лури разбирались с бандитами, поэтому он поражает врагов заклинаниями божественной молнии и убивает их одним ударом. Видя, что врагов больше нет, королевский посланник впечатлен Матиасом и, наконец, понимает, почему король велел ему не связываться с ним. Так как здание двухэтажное, посланник предполагает, что лорд находится на втором этаже. Но благодаря навыку обнаружения Матиаса он находит потайную дверь, ведущую в подземелье. Пока они спускаются вниз, чтобы найти лорда. Тем временем лорд радуется, думая, что отряд Матиаса разбит. Матиас приходит туда и сбивает лорда с толку, ведь тот не понимает, что здесь делает ребенок. Матиасу это кажется забавным, но лорд посылает своих приспешников, чтобы те его схватили, даже не зная, как он выглядит. Остальные тоже заходят туда, и лорд называет Матиаса дураком и приказывает своим приспешникам напасть на них. Но, как и ожидалось, Матиас мгновенно побеждает их всех. С помощью королевского посланника он арестовывает лорда за злоупотребление властью. Лорд отказывается сдаваться и говорит Матиасу, что если с ним что-то случится, то произойдет нечто ужасное. Но Матиас отвечает, что это не проблема, и он сам с этим разберется, потому что он сильнее и вырубает его. Судя по уверенности лорда, Матиас подозревает, что демоны используют его, чтобы добраться до колонны с драконьей жилой, которая находится в подземелье. Мафия также считает, что драконья жила может взорваться, если ее активируют демоны, и поэтому, чтобы избежать жертв, Матиас велит посланнику вернуться в столицу и доложить об этом королю, потому что им нужно действовать как можно скорее. В этот момент начинается землетрясение, и земля начинает трястись. Матиас понимает, что это дело рук демонов, которые пытаются воздействовать на драконью жилу. Он также чувствует, что там появилось много монстров, которые направляются сюда. Он считает, что монстрам понадобится около 2 часов, чтобы добраться до мелкие. Поэтому он быстро спускается в подземелье, чтобы помешать демонам воздействовать на драконью жилу в течение этих 2 часов. Айрис роет яму в стене и находит драконью жилу.
Матиас приказывает девушкам не дать Жиле активироваться и отправляется на поиски демонов, которые прячутся на нижнем этаже подземелья. Перед уходом Матиас использует один из своих навыков и дает возможность всем общаться телепатически, даже если они далеко друг от друга. Лури использует свои магические способности, чтобы вернуть Жиле ее первоначальное состояние, а Матиас направляется к демонам, побеждая всех монстров на своем пути. Вскоре он находит демона внутри магического круга, который, кажется, ждал его. Убедившись, что это Матиас пытается помешать демонам воздействовать на драконью жилу, демон передает эту информацию другому демону. Матиас подслушивает их разговор и узнает, что босс этого демона знает об опасной силе драконьих жил. Матиас воодушевляется, потому что наконец-то у него есть шанс сразиться по-настоящему. Поэтому он сначала разбирается с этим демоном, который блокирует его первую атаку. Когда демон использует специальный барьер, чтобы отразить атаку Матиаса, тот понимает, что демон использует барьер, который может противостоять кресту неудачи. И это означает, что босс демона знал о прибытии Матиаса в этот город. Демон смотрит на Матиаса свысока, потому что у него есть все средства, чтобы справиться с ним. Но босс демона с другой стороны говорит ему не недооценивать Матиаса и предупреждает, чтобы он не подходил близко. Следуя подробным инструкциям босса, демон атакует Матиаса магическими шарами, но тот с легкостью уклоняется от них. Босс демона знает, что крест неудачи самый опасный из всех, поэтому он приказывает демону атаковать на расстоянии. Демон пытается заманить Матиаса в ловушку, но Лури издалека обезвреживает расставленные в драконьей жиле ловушки. Демон в шоке, когда его ловушки не срабатывают, и еще больше удивляется, когда Матиас прерывает его телепатическую связь с боссом. Матиас наносит демону множество сильных ударов, но тот отражает их своим щитом, который создан, чтобы блокировать атаки креста неудачи. Поэтому Матиас наносит серию ударов, чтобы ослепить демона, и разбивает его барьер мечом. Когда барьер разрушен, демон в последний раз связывается с боссом и спрашивает, не является ли Матиас реинкарнацией величайшего мудреца Гая. Матиас, который слышит их разговор, хвалит их за хорошую интуицию, потому что он не ожидал, что кто-то догадается, что он — это другой человек из прошлого, которое было 1000 лет назад. Босс отказывается верить, что Матиас — это Гaius, потому что думает, что если бы это было так, то Матиас уже победил бы его. Матиасу кажется странным, что этот загадочный босс знает о его прошлой жизни, и он хочет узнать, кто он такой. Босс демона приказывает ему использовать свою удачу и напасть на Матиаса со всей силой. Даже получив силу из другого мира в обмен на свою жизнь, демон не сможет победить, и Матиас обезглавит его. Когда демон исчезает, а вена дракона возвращается в нормальное состояние, монстры в городе исчезают. Матиас хвалит девушек за отличную работу и говорит, что им осталось только одно — выследить демона, который стоит за всем этим. Босс демона использует заклинание связи Матиаса и говорит, что тот не сможет его найти, даже если будет искать 1000 лет. Матиас обещает демону, что победит его, и демон отвечает, что для этого Матиас должен сначала найти его. Записав магическую подпись босса демона, Матиас придумывает, как определить его местоположение с помощью устройства, созданного 1000 лет назад. Чтобы получить доступ к этому устройству, Матиас должен пересечь границу королевства и попасть в союз Рединия. Но для этого ему нужно разрешение короля. Поэтому они возвращаются в столицу королевства. Когда они вернулись, то узнали, что их вторая академия разрушена и сейчас строится заново. Директор был очень рад видеть своих учеников. Матиас спросил, почему академия строится. В ответ директор объяснил, что они фактически строят академию с нуля, потому что хотят, чтобы она была похожа на крепость. Из-за недавнего инцидента директор не хочет подвергать опасности учеников своей академии, поэтому он строит ее как неприступную крепость. Матиас спросил, учатся ли сейчас студенты и приостановлены ли занятия.
По словам директора Эдуарда, занятия студентов второй академии сейчас проходят в первой академии, потому что прежний директор первой академии ушел. Убрав гнилой корень, студенты обеих академий помогают друг другу. Они также участвуют в строительных работах, показывая, как сильно они любят свою академию. Все объяснив, Матиас и его группа отправились в кабинет Эдуарда, где Матиас рассказал ему о демоне, который стоял за всем, что произошло в городе Темнице. Матиас хочет найти его, и для этого ему нужно пересечь границу с Родинианским союзом. К счастью, Родинианский союз – союзник этого королевства, поэтому король может помочь им пересечь границу. Поскольку снова замешаны демоны, директор уверен, что король сделает это своим главным приоритетом и придумает способ для Матиаса. Поэтому Матиасу придется подождать, пока он получит разрешение. В оставшееся время он предлагает свою помощь в строительстве, чему директор рад, так как ему нужна любая помощь. Альма, Лури и Айрис тоже вызвались помочь. Вскоре после этого вся команда приступает к строительству. Матиас помогает с инженерными и архитектурными чертежами зданий и предлагает новые идеи, чтобы сделать новое здание более прочным, чем предыдущее. Пока все стараются построить здание, Айрис старается его разрушить. Несмотря на все препятствия, которые она создает, король дает им разрешение. Итак, команда искателей приключений отправляется в Союз Родиния. Девочки снова рады, что уезжают, потому что никогда раньше не покидали королевство. Они задаются вопросом, как выглядит это новое место, и надеются, что там будет вкусная еда. Используя специальное разрешение короля, группа проходит через все пограничные посты и вскоре добирается до места назначения – обширных лугов Союза Родиния. Матиас открывает карту, чтобы посмотреть, где находится устройство, и обнаруживает, что область, где оно находится, отмечена как запретная зона, потому что там могут произойти магические катаклизмы. Но есть способ попасть даже в запретную зону, став уполномоченным сотрудником. Согласно информации, которую Матиас ранее получил от директора, единственный способ попасть в этот регион – повысить свой ранг искателя приключений до ранга А. Чтобы повысить свои ранги, они посещают гильдию искателей приключений, где они могут их приветствовать гильдмастер, который узнал от короля, что они придут в эту гильдию за помощью. Гильдмастер утверждает, что слышал много хорошего о Матиасе и его группе, а также сообщает, что они планировали проникнуть в запретную зону. Поэтому, чтобы помочь им, он делает особое исключение и позволяет Матиасу и его друзьям пройти тест на восхождение на ранг А напрямую. Судя по всему, тест будет представлять собой имитацию боя с Проктором, и этот Проктор Джи Луис, знаменитый искатель приключений ранга С из Родинии. Гильдмастер удивлен, увидев здесь Джи Луиса. Поскольку изначально предполагалось, что Проктором будет кто-то другой, это указывает на то, что Джи Луис проявляет особый интерес к этим 4 авантюристам из королевства, и Матиусу все равно, кто будет Проктором, поскольку он уверен, что ему удастся победить любого. Поэтому он говорит гильдмастеру идти вперед и начинать испытания. Гильдмастер не советует этого делать, говоря Матиасу, что никто еще не проходил испытания, проводимые Джи Луисом. Но Матиас продолжает упорствовать, и гильдмастер продолжает это делать. На тренировочной площадке Джи Луис неожиданно позволяет всем 3 девушкам пройти испытания, даже не вступая с ними в пробный бой. Это заставляет Матиаса задаться вопросом, что же, черт возьми, задумал этот чувак. Похоже, что Джи Луис интересуется только Матиасом и хочет устроить с ним дуэль. Единственная причина, по которой Джи Луис заинтересовался Матиасом, это то, что он много о нем слышал и хочет сразиться с этим никому неизвестным героем, который стал известен как Истребитель демонов. Они выходят на арену, и Матиас с нетерпением ждет, что же покажет ему этот авантюрист С-ранга. Джи Луис разминается, готовясь к серьезному бою, и это значит, что он воспринимает Матиаса всерьез. Друзья Матиаса с трибун переживают за него, и хотя им трудно представить, что этот могущественный маг проиграет новичку, они надеются, что все будет хорошо. Когда начинается поединок, Джи Луис намеренно принимает условия, при которых он не будет использовать магию против Матиаса, но разрешает Матиасу использовать магию, если он захочет. Матиас понимает, что Джи Луис дает ему фору, потому что уверен, что победит, если применит всю свою силу. Но сам Джи Луис утверждает обратное, говоря, что он не дает ему фору.
Скорее, он просто никогда не использует магию. Джилюас достает меч и накладывает на свое тело заклинание усиления физических способностей. Затем он с огромной скоростью бросается на Матиаса, но тот также быстро уклоняется от его атаки. Матиас удивляется, почему Джилюас сказал, что не будет использовать магию, но все же применил ее для усиления своего тела и оружия. Он понимает, что Джилюас накладывает эти заклинания подсознательно. В любом случае, они начинают сражаться в полную силу и обмениваются мощными ударами. Поединок кажется ничейным. Джилюас понимает, что Матиас сдерживается, и это его злит. Поэтому он просит Мэдди перестать притворяться и показать свои настоящие способности. Брэд попросил об этом, и Матиас с радостью использовал немного больше своей силы, отчего магия Джилуа стала еще сильнее. Джилуа бросается на Матиаса и использует его собственные приемы, чтобы запутать его, показывая, насколько хорошо он может адаптироваться к противнику. Матиас показывает Джилуа, как он копирует его приемы и побеждает его. В результате, пройдя испытание на повышение ранга, Матиас понимает, что Джилуа не использовал магию только потому, что не знал, как колдовать. Поэтому он дает ему свою книгу заклинаний, надеясь, что этот талантливый юноша однажды превзойдет его. Но как только Джилуа начинает читать книгу, у него начинает болеть голова. Поэтому он просит Матиаса научить его заклинанию, которое позволит ему читать без головной боли. У Матиаса есть решение, и он предлагает Джилуа выучить простое исцеляющее заклинание, которое хорошо помогает от головной боли. Джилуа пробует его, но у него все равно болит голова. Шутки в сторону, Матиас и его команда теперь, когда все они получили ранг, отправляются в путь. Узнав, что Матиас направляется в запретную зону Фокии, Джилуа предупреждает его, что там довольно опасно, и многие приключенческие группы пропадали по пути туда. Помня об этом, Матиас и его команда отправляются в запретную зону. Когда они проходят первый контрольно-пропускной пункт, стражники выдают им пропуск с зашифрованным сообщением, которое Матиас расшифровывает. Там говорится, что приближается группа из 4 сомнительных авантюристов высокого ранга, и с ними нужно разобраться немедленно. Так что если Матиас и девочки покажут свои пропуска следующим стражникам, они прочтут зашифрованное сообщение и примут меры. Матиас уже сталкивался с подобными технологиями шифрования, и он знает, что они такие же, как у демонов. Это значит, что запретная зона находится под контролем демонов. Кстати, о неприятностях. Несколько наемников уже направляются сюда, чтобы разобраться с Матиосом и его группой. Матиас замечает их издалека. Джилла упоминала, что высокопоставленные гости часто пропадают здесь, и Матиас понимает, что за этим стоят демоны. Матиас легко мог бы справиться с наемниками, но вместо этого он решает незаметно вырубить их, чтобы избежать лишнего шума. Чтобы усыпить наемников, Лури и Альма достают магический предмет и просят их подкрасться сзади и использовать его. Чтобы наемники ничего не заподозрили, Матиас создает иллюзии Лури и Альмы. Когда они бесшумно уходят, Матиас зовет наемников. Их раскрыли, и наемники тут же открывают огонь по Матиасу и Айрис. Пока два могущественных существа отвлекают наемников, Лури пробирается к ним и активирует магический предмет, который выпускает газ, который вырубает всех до единого. Лури и Альма забывают, что газ может подействовать и на них, и тоже засыпают. К счастью, Матиас вовремя приходит и спасает их. Матиас добирается до Фойо и сразу же чувствует демонические следы в городе. Лури также может почувствовать около 30 демонических сигнатур, и это заставляет ее задуматься, как такое возможно. Мэтьюс утверждает, что демоны обычно не любят работать в группах, но видя, что они все заодно, он понимает, что здесь обитают полудемоны. Очевидно, полудемоны — это редкое ответвление демонической расы, и в отличие от обычных демонов, они работают в группах. Из-за высокого уровня безопасности мафия ищет способ проникнуть внутрь и обнаруживает потайной ход, который ведет прямо в город. Войдя в проход, группа понимает, что это всего лишь канализация. В зловонии они продолжают идти вперед, когда Матиас замечает впереди демона-охранника. Он не хочет привлекать внимание, поэтому накладывает на демона заклинание оцепенения, притупляя его чувства, и затем бесшумно направляется в город.
Войдя в город, Матиас не может не задаваться вопросом, почему Мелхия такая заброшенная. Хотя на улицах много горожан, все равно здесь жутко и странно. Тогда Матиас замечает, что горожане находятся под действием заклинания, называемого параличом мыслей, разновидности заклинания оцепенения. Лури считает, что это дело рук демонов. И вот они отправляются на новое задание, чтобы спасти город, вместо того, чтобы искать нужную Матиасу машину. Матиас замечает, что все горожане собираются перед фабрикой, где демон накладывает на всех паралич мыслей. Матиас решает осмотреть эту фабрику. Но прежде чем идти дальше, он накладывает защитное заклинание на членов своей команды, чтобы их не задело заклинание паралича мыслей. Когда все было готово, они присоединились к толпе и тоже вели себя как зомби, чтобы попасть на фабрику. Внутри одурманенные люди перерабатывали какую-то руду в больших количествах. Мафия узнала, что в камнях есть магическая руда, и заявила, что ее можно использовать для изготовления взрывчатки. На самом деле, эта взрывчатка настолько опасна, что тонна ее может взорвать целое королевство. Но на ее изготовление уйдут десятилетия. Так что пока королевство и его жители в безопасности, и Матиас рад, что раскрыл их планы. Лури спрашивает, что им делать. Матиас говорит, что план прост. Они уничтожат всех полудемонов в городе. Но прежде чем напасть на них, нужно разделить полудемонов. Потому что демоны, очевидно, находятся в пределах их общего сознания. Тогда Матиас предлагает альтернативный план, как их всех уничтожить. Сначала Матиас создает мощную магическую сигнатуру за пределами города, чтобы заманить демонов туда. Но когда они добираются до места, то видят, что там никого нет. Окружив территорию, они находят Айрис. Но прежде чем они успевают схватить ее, Матиас их уничтожает. Так, медленно и осторожно, Матиас убивает полудемонов одного за другим. Демоны, включая их лидера, не понимают, что происходит. И тут Матиас раскрывает нам свой план. Перед тем, как приехать в этот город, Матиас замаскировал магическую силу Айрис и решил раскрыть ее, чтобы привлечь внимание врагов. Когда полудемонов привлекла магическая сигнатура, исходящая от Айрис, они собрались вокруг нее. Итак, план Матиаса заключался в том, чтобы заставить Лури и Альму перемещаться по переулкам, чтобы отвлечь демонов и не дать им объединиться. Так Матиас мог убивать демонов по одному. Сейчас Матиас и Айрис уничтожают демонов одного за другим. Видя, насколько сильна Айрис, некоторые демоны пытаются отступить. Но Матиас не дает им уйти и добивает их. Убив 8 демонов, Матиас понимает, что лидер демонов думает, что это Айрис их убивает. Воспользовавшись этим, он приказывает Лури и Альме отвлечь демонов, бросив в них несколько магических камней со взрывным заклинанием. Пока раненые демоны пытаются прийти в себя, Матиас подходит сзади и убивает их. Лидер полудемонов все еще не понимает, что происходит. Его мозг, связанный со всеми демонами, заполнен ложной информацией, которую ему внушает мафия, и он думает, что весь город полон ловушек. Поэтому он приказывает другим демонам использовать заклинание обнаружения, чтобы найти ловушки. Матиас и его товарищи по команде скрывают свою магию, чтобы их не обнаружили, и убивают еще нескольких демонов. Убив 22 полудемона, лидер наконец сдается и проверяет одного из трупов, на котором обнаруживает 2 магические подписи. И понимает, что на них нападает не только Айрис, но и еще один ее сообщник, который прячется. Матиас замечает, что демоны собираются в одном месте, значит, они поняли, что есть еще несколько скрытых врагов. Поэтому он забывает о плане и направляется прямо туда, чтобы сразиться с ними лицом к лицу. Предводитель говорит оставшимся в живых демонам, что им нужно разобраться только с одним скрывающимся убийцей, а потом они смогут расправиться с остальными. Чтобы отомстить за своих погибших братьев, предводитель решает сжечь их огнем и решает использовать магическую взрывчатку, чтобы разобраться с бандой Матиаса. Но прежде чем демоны успевают принести магические кристаллы, неожиданно появляется Джилуас и начинает убивать их одного за другим. Он в одиночку сражается с предводителем демонов и остается уверенным в себе, несмотря на то, что его окружают со всех сторон. Матиас добирается туда и помогает Джилуасу, убивая окруживших его демонов.
Айрис тоже присоединяется и помогает Матиасу уничтожить еще больше демонов. Остался только предводитель демонов, и Джилвис сражается с ним изо всех сил. Он начинает проигрывать, потому что он не главный герой и получает несколько тяжелых ударов, но Матиас приходит ему на помощь, но Джилвис говорит, что ему не нужна ничья помощь, и продолжает сражаться с предводителем демонов в одиночку. Он рассказывает, что выучил заклинание из книги Матиаса и использует его против предводителя демонов. В напряженной битве они оба получают ранения, но в конце концов Джилвис побеждает эффектной атакой. Когда демоны уходят, горожане избавляются от проклятия. Однако предводитель демонов оказывается жив и пытается убить хотя бы одного из членов группы Матиаса, прежде чем отправиться в демоническую версию Вальхаллы. Матиас не понимает, как этот демон еще жив, ведь он был мертв несколько минут назад. И тут из тела демона заговорил главный босс, который, как оказалось, захватил его тело, чтобы общаться с Матиасом. Главный босс сказал Матиасу, что скоро разрушит печать и полностью возродится, а значит, он еще не ожил. Матиас тем временем занялся ранами Джилауса, который истекал кровью. Залечив его раны, Джилаус поднялся на ноги и представился толпе как авантюрист С-ранга. Благодаря своему статусу он заверил горожан, что все будет хорошо, и временно взял на себя управление городом, чтобы восстановить порядок. Он нанял нескольких человек в качестве заместителей и назначил одного из них временным правителем города, и Матиас понял, что Бро совершенно не заботится о горожанах. В любом случае, теперь, когда все улажено, Матиас и его команда уходят, попрощавшись со своим новым другом Джилаусом. Они продолжают свой путь, чтобы найти устройство-локатор, и попадают в опасную зону глубоко в запретном регионе, где Матиас обнаруживает разрушенное место. По словам Матиаса, именно там находится устройство, которое он искал. Он открывает вход в руины и заходит туда вместе с остальными. В глубине руин Матиас наконец находит устройство и активирует его. Тем временем Альма и Лури исследуют руины в поисках сокровищ, и Лури первым находит меч, который выглядит круто, но не обладает магической силой, потому что Матиас в прошлой жизни сделал его просто для развлечения. Альма находит довольно сильное заклинание, но оно может быть опасным, так как пользователь может испариться, если вложит в него слишком много магии. Айрис возвращается с консервами, которым 1000 лет, но когда она их открывает, от вони теряет сознание. Ну, а чего она ожидала? Свежего цветочного аромата. Тем временем Матиас активирует устройство, использует металл, который собрал в Фокии, и выясняет, что его подпись принадлежит тому же демону-боссу, который был в Мелкии. Потому что именно этот демон-босс стоял за заговорами в Мелкии и Фокии. Матиас понимает, что демон-босс замышляет что-то злое, чтобы уничтожить все человечество, чтобы помешать ему достичь своих целей. Матиас использует найденную в подземелье подпись демона и с ее помощью находит его. Однако устройство дает сбой и выдает множество ошибок, и Матиас понимает, что это происходит только потому, что его противник все еще запечатан. Но поскольку демон может действовать почти свободно, Матиас понимает, что его печать почти снята. Система показывает фотографию демона-босса, в котором Матиас с первого взгляда узнает кого-то из своей прошлой жизни по имени Зардиас. Матиас считает, что на данном этапе у него недостаточно сил, чтобы победить Зардиаса. По словам Матиаса, Зардиас был запечатан 1000 лет назад, потому что тогдашние маги не смогли его убить. Зардиас настолько силен, что Матиас считает, что даже если они будут тренироваться сотни лет, они не смогут его победить. И даже если они станут достаточно сильными, чтобы победить Зардиаса, остальной мир будет уничтожен. Матиас предлагает использовать мощные магические предметы, которые он создал в прошлой жизни. Но поскольку большинство из них разбросаны по всему миру, ему приходится отправиться в путешествие, чтобы их найти. Он находит одно из магических оружий в королевстве и поэтому решает вернуться в столицу. Но по пути назад аура Зардиаса заставляет Айрис сильно дрожать, и Матиас понимает, что Зардиас полностью сломал печать. В гонке со временем Матиас просит Лурии Альму принести ему меч, потому что он уверен, что Зардиас первым придет за ним, ведь он единственное препятствие на его пути к уничтожению человечества.
Матиас ждет, когда Зардиас появится вместе с Айрис и заранее усиливает свой меч, чтобы нанести первый удар. Лурия и Алиса направляются к королевскому замку, но внезапно замечают, что небо открывается. Из портала появляется Зардиас, и чтобы помешать ему сделать хоть шаг, Айрис атакует его своей максимальной силой. Но ничего не происходит. Наоборот, это только помогает Зардиасу окончательно проснуться. Матиас не знает, как ему противостоять легендарному лорду демонов, который абсолютно непобедим. Пока что Матиас пытается выиграть время для Лурии и Альмы, чтобы они вернулись с мощным оружием, но Зардиас не настроен на разговоры. Он достает свое оружие и пытается убить Айрис. Чтобы спасти Айрис от удара, Матиас использует свое защитное заклинание, но в итоге остается без защиты. Тем временем Лурия и Альма спешат в сокровищницу с разрешения короля. Мафия знает, что у него нет шансов против Зардиаса, поэтому он готов пожертвовать своей жизнью ради человечества. Лурия и Альма обыскивают сокровищницу в поисках мощного оружия. Но они понятия не имеют, как оно выглядит, и тратят драгоценное время. Лури находит странную на вид черную коробку, которая излучает магическую энергию Матиаса. Она открывает ее и находит легендарное оружие, которое нужно Матиасу, чтобы победить Зардиаса. Зардиас воскрешает демона, который погиб в столице, и не дает Лури и Альме встретиться с Матиасом. Альма и Лури побеждают его, но другой демон преграждает им путь и говорит, что обезглавит их невинных одноклассников, если они не подчинятся. Матиас понимает, что Зардиас воскресил тела демонов, которые были в столице, чтобы навредить Лури и Альме. Зардиас понимает, что для мафии важны две вещи – барьер и его друзья. Поэтому он нападает на них, вынуждая мафию защищаться и страдать. Альма и Лури бросают оружие, чтобы спасти двух невинных людей. Матиас тоже понимает, что они не успеют вовремя, поэтому решает пожертвовать собой и использует свою оставшуюся жизнь и магическую силу, чтобы снова активировать заклинание перевоплощения. Он даже не думает о том, что если Зардиас уничтожит человечество, то он не сможет перевоплотиться, потому что в будущем не останется людей, чтобы возродиться. Вся вторая академия приходит на помощь Лури и Альме в борьбе с демоном. С их помощью девочки побеждают демона и продолжают путь к Матиасу. Кстати, о Матиасе, он направляет свою жизненную энергию в магическую силу, чтобы увеличить свой боевой потенциал. Он по-прежнему верит, что Лури и Альма успеют прийти вовремя, чтобы выиграть время, пока они доберутся сюда. Айрис снова выпускает драконье дыхание в Зардию. Но на этот раз, прежде чем она успевает закончить заклинание, Зардия накладывает на нее контрзаклинание и заставляет принять человеческий облик. Из-за этого Айрис падает с неба. Матиас остается один на один с Зардией. Лури добирается до них и бросает Матиасу меч бога. Но когда он хватает его и улыбается, Зардия пронзает его мечом в спину. Злодей всегда совершает одну и ту же глупую ошибку, не убивая главного героя. И на этот раз все по-прежнему. Зардия вытаскивает меч из тела Матиаса, и тот падает замертво. Но сила дружбы и аниме не дают Мэтти умереть. Он превращается в светящийся шар и возвращается в свое первоначальное состояние. Оказывается, что этот легендарный меч воскресил его благодаря своим способностям. Очевидно и очень кстати, что этот меч – вершина мастерства Матеуса из его прошлой жизни, и чтобы активировать его, нужно пожертвовать своей жизнью. Взамен меч наделяет своего владельца огромной магической силой и воскрешает его. Благодаря усилению меча бога Матиас становится быстрее и ловчее Зардии. Магия, текущая в его теле, настолько сильна, что он едва может ее контролировать. Зардиас не верит, что Матиас долго продержится, потому что его слабое тело не выдержит такой магической силы. Но Матиас утверждает обратное, говоря, что знает, как оживить себя, как это сделал Зардиас со своими подчиненными демонами. Зардиас не может поверить, что этот юноша знаком с такими запрещенными и продвинутыми техниками,
поэтому требует, чтобы Матиас раскрыл свою истинную личность. Но Матиас не отвечает ему и просто называет себя сильнейшим мудрецом, у которого самый слабый герб. Одним быстрым движением Матиас обезглавливает Зардиаса, и когда тот исчезает в небытие, он говорит Мафиасу, что еще больше демонов, подобных ему, вырвутся на свободу и наверняка уничтожат человечество. Когда самая большая угроза исчезла, Мафиас спускается на землю, и его сразу же обнимает Лури, которая очень рада, что ее муж, он жив. Она приближается к нему, чтобы поцеловать. Но тут появляется директор, разрушая момент для них обоих. Мафиас рад видеть всех знакомых и предлагает помочь им устранить ущерб, который он причинил во время битвы с Зардиасом. Но перед этим Мафиас избавляется от своего божественного меча, потому что это, очевидно, одноразовый магический меч. Все возвращается на круги своя, и король вызывает Матиаса и его команду, награждая его божественным мечом. Он не знает, что Матиас уже сломал его на куски. Затем король дает им доступ к сокровищнице, говоря, что они могут взять оттуда все, что им нужно. Альма с радостью просит немного, потому что больше всего на свете она хочет денег. В сокровищнице мафия находит стрелу, сделанную из адаманта, и думает, что это может быть идеальное оружие для Альмы. Но лук, по-видимому, был продан компании по переработке металлолома. Мафия отправляется в магазин этой компании, и владелец рассказывает, что он превратил лук и другие сломанные вещи в металлические блоки. Мафия покупает все металлические блоки, надеясь, что сможет извлечь из них адамантит. Айрис интересуется красивыми камнями, и Матиас покупает ей несколько. Он дарит подарки всем, кроме того, кому должен был их подарить. Альма подсказывает ему, что нужно купить что-нибудь дорогое для Лури. Матиас покупает втайне от всех хрустальный шар и выходит из магазина, когда к нему подходит директор и сообщает, что его срочно вызывают в Королевский замок. Там капитан рыцарского ордена показывает деревянную куклу размером с человека, к которой прикреплено острое оружие. Оказывается, 300 таких кукол появились в соседней империи и вызвали там панику. Матиас быстро осматривает кукол и обнаруживает, что они питаются энергией людей. Матиас подозревает, что за этим стоит демон. И они, вероятно, собираются захватить соседнюю империю, поэтому он снова отправляется на задание, чтобы победить бесконечных надоедливых демонов. Позже ночью он разговаривает с Лури наедине при свете луны и просит ее закрыть глаза на мгновение. Пока она это делает, он подходит к ней, но вместо того, чтобы поцеловать, дарит ей кулон, который сделал из драгоценного камня, купленного в магазине.